Иерусалим – один из самых известных городов мира. Для миллионов людей он является местом веры и паломничества. Кто-то приезжает сюда, чтобы прикоснуться к истории, кто-то мечтает увидеть святыни, о которых читал, а кто-то просто хочет почувствовать особую атмосферу этого удивительного города. Но Иерусалим невозможно понять, посетив только одно место. Сегодня я хочу показать вам 5 мест, которые, на мой взгляд, помогут лучше узнать этот город и увидеть его с разных сторон. Наше путешествие начинается в самом сердце Иерусалима. Именно отсюда большинство гостей начинают свое знакомство с Иерусалимом. За древними стенами скрывается целый мир. Здесь расположены святыни 3 мировых религий. Узкие каменные улочки соседствуют с шумными базарами, а рядом с многовековыми памятниками продолжается обычная жизнь. Гуляя по старому городу, трудно избавиться от ощущения, что прошлое и настоящее существуют здесь одновременно. Каждый уголок напоминает о событиях, которые оставили свой след в истории человечества. Но Иерусалим – это не только древность. Чтобы почувствовать живой ритм города, стоит отправиться туда, где встречаются местные жители и туристы, где звучит смех, где смешиваются ароматы специй и свежей выпечки. Рынок Махане-Ягуда. Здесь можно увидеть настоящий Иерусалим. Шумный, гостеприимный и полный жизни. На прилавках соседствуют свежие овощи и фрукты, восточные сладости, сыры, выпечка и десятки видов специй. Если вы хотите почувствовать энергию города, то обязательно загляните сюда. Но совсем рядом находится место, которое открывает другую сторону Иерусалима. Мамила. Современная пешеходная улица, расположенная всего в нескольких минутах ходьбы от старого города. Здесь старинные здания гармонично сочетаются с современной архитектурой. Уютные кафе, магазины, уличные музыканты и многочисленные прохожие создают особую атмосферу. Мамила напоминает о том, что Иерусалим – это не только город прошлого. Это живой и современный город, который продолжает развиваться и встречать гостей со всего мира. Но чтобы увидеть еще одну грань Иерусалима, стоит сделать небольшую остановку неподалеку. Мельница Монтефиоре. Она была построена в XIX веке по инициативе британского филантропа Моисея Монтефиоре и стала одним из символов первых еврейских кварталов за пределами старого города. Сегодня это тихое и очень красивое место. Отсюда открывается прекрасный вид на стены старого города. Сюда приходят, чтобы прогуляться, отдохнуть и просто насладиться атмосферой Иерусалима. Здесь особенно приятно ненадолго остановиться, сделать глубокий вдох и посмотреть на город немного иначе, без суеты и спешки. Но Иерусалим – это не только красота древних улиц и живописные виды. Есть еще одно место, которое помогает понять, насколько важно хранить память о прошлом. Яд Вашем. Это не просто музей, это место памяти. Место, где история перестает быть набором дат и превращается в судьбы реальных людей.
Фотографии, документы, личные вещи и детские рисунки напоминают нам о трагедии, которая не должна повториться никогда. Посещение Яд Вашем не оставляет равнодушным. Оно заставляет задуматься о ценности человеческой жизни, о важности памяти и ответственности перед будущими поколениями. Иерусалим невозможно увидеть полностью за один день. Для кого-то этот город навсегда останется местом великих святынь. Кто-то будет вспоминать шумные улочки рынка Махане-Иуда, кто-то полюбит вечерние прогулки по Мамиле, кого-то очаруют тихие виды возле мельницы Монтефиоре, а кто-то увезет с собой уроки памяти, которые преподает Яд Вашем. Но, возможно, именно в этом и заключается уникальность Иерусалима. Он умеет быть разным, древним и современным, шумным и удивительно тихим, радостным и глубоко трогательным. И каждый человек открывает этот город по-своему. А какие места в Иерусалиме запомнились вам больше всего? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.